Это всего лишь слова. Нельзя бояться слов, которые выражают истину. Даже если она неприятна, как, например, тот факт, что ханжество и расизм в этой стране есть в каждом доме, на каждом углу. Мне не нравятся слова, которые скрывают правду, слова, которые искажают действительность. Мне не нравится благоречие и все, что с ними связано. В американском английском этого полно. У нас много эвфемизмов, потому что у американцев большие трудности по части примирения с действительностью. Американцам очень тяжело смотреть правде в лицо, так что они придумали что-то вроде смягчающего языка, чтобы отгородиться от реальности. И с каждым поколением дела все хуже и хуже. Часто ли вы думаете о феноменах политкорректности и толерантности? О тех самых политкорректности и толерантности, которые получили в последние десятилетия большое распространение в США и постепенно разносятся по миру. Да как о них, о родимых, не думать? Включаешь свежие шедевры западных киноделов, а там, бац, повесточка в кадре идет плотничком, нарочито зашкаливающее число разнообразных меньшинств, внезапно врывающиеся в кадр чернокожие средневековые рыцари, чернокожие эльфы, сильные чернокожие лесбийские женщины-трансгендеры. Все это, естественно, порождает на Руси массу мемов. Почему 3 богатыря — это не 3 лесбиянки переодетой? Почему Мальвина не проститутка, а Буратино не гей-маньяк? И, кстати говоря, многие же помнят введенные пару лет назад новые правила вручения Оскара. Американская киноакадемия представила список критериев, которым должны соответствовать картины для получения Оскара в номинации «Лучший фильм». В заявлении говорится, что это должно поспособствовать справедливому представительству на экране и вне его. Среди критериев главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один цветной актер – азиат, темнокожий, латиноамериканец и другие. Не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщины, представители какой-то расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями. Основная сюжетная линия или тема фильма должна быть сфокусирована на этих же группах. По крайней мере, 2 творческие руководящие должности должны занимать представители меньшинств. Коммерсант, 9 сентября 2020 года. Как бы сказал твой нетолерантный батя... Пидоры они все. Официальная духоскрепная пропаганда рассказывает про ужасы гей-ропы и про то, что наших детей будут заставлять быть феминистическими геями-транссексуалами. Либеральные издания объясняют, что все будет в принципе норм. А ты наблюдаешь за растущим числом феминитивов и в принципе раздувающимся словарем политкорректной лексики, акциями ЛГБТ, очередными акциями отмены того или иного персонажа, выразившегося нетолерантно, и понимаешь, что сейчас попросту невозможно была бы та нарочито нетолерантная западная культура, на которой ты вырос и которую ты впитал. Ранний Эминем, ранний Мэрилин Мэнсон, легендарный Джей и Молчаливый Боб, первые сезоны Южного парка уже тогда, 20 с лишним лет назад, получали шквал критики за эпатаж и нетерпимость, но сейчас подобное творчество в принципе было бы невозможным. Поделись конфетами, Картман. Так, посмотрим. Еврейских конфет у меня нет. Можно подумать, что ты все эти шоколадки сожрешь, жирный. И вроде как люди цивилизованные и культурные не будут отвергать равенство полов, не станут защищать расизм и гомофобию. Вопрос в том, какие зачастую неадекватные формы принимает так называемая политкорректность. Западные правые пытаются взять реванш и грозят закатами Европы. Наши консервативно настроенные элементы, типа того же Михаила Веллера, тоже не отстают и частенько заявляют, что в США уже без 5 минут социализм, потому что толерантность. Да, именно на марксизм любят сваливать нынешнюю обстановку с политкорректностью некоторые ее критики. И определенные основания у этого есть. Западные левые действительно и теоретически, и практически сыграли важнейшую роль в формировании и продвижении так называемой политкорректности. Однако все тут достаточно непросто. А вот как оно на самом деле, почему и каким образом Запад стал в последние десятилетия вызывающе толерантно политкорректным, кому это выгодно, куда это ведет и как скоро ваш ребенок мутирует в гея, смотрите в сегодняшнем выпуске. Короче говоря, пошагали.
Как это часто бывает, настоятельно рекомендую подписаться на соцсети Вестника Бури. Там публикуется масса всякого рода материалов помимо видео, ссылки будут в описании. Также у нас с Дисаром, Мутным и проектом Горькие усы на днях вышел трек «Далекое-далекое» и лирик-видео к нему. Смотрите, слушайте, ссылки будут также в описании. А буквально через неделю у Big Berry Tape, Дисара и Зомби Фида должен выйти совместный микстейп Red Alert. Следите за информацией и, наконец, 3 сентября я проведу встречу с подписчиками в городе Брянск. Если вы местный, приходите. Ссылки, вы не поверите, тоже в описании. На этом с объявлениями все, можно начинать. На пути далекое-далеко, мы на пути, что ведет нас в неведомый край, с высоты полета, веков переменится, увидишь дорогу, прекрасную даль. Итак, что же такое политкорректность и откуда, а самое главное, почему она пошла? Единого определения, как отмечается в научных публикациях, у политкорректности нет, но в целом суть политкорректности состоит в искоренении из языка и культуры в принципе, а также из сознания людей дискриминации любого рода. Афроамериканец перевернул черепаху, трансгендер-филиппинец видит, что черепаха жарится на солнце. Какого цвета его отец? Я знал, что ты не человек. С конца 18 века термин использовался в различных контекстах. Сначала он обозначал соответствующий доминирующему политическому мнению или политике. Но со временем ситуация менялась. И вот тут на авансцену выбегают неомарксисты. Современные правые и современные консерваторы неверно ставят знак тождества между современными лоббистами толерантности и политкорректности с одной стороны и итальянским неомарксистом Антонио Грамши и представителями знаменитой франкфуртской школы с другой стороны. Это абсолютно ложное тождество, как мы увидим. Однако связь и преемственность тут однозначно имеются. Как я уже объяснял в одном из роликов, одним из важнейших разделов в концепции Грамши является идея культурной гегемонии. Правящий класс крупных капиталистов, ничтожный по численности, удерживает власть отнюдь не только силой. Он через буржуазную интеллигенцию и прочие подобные элементы создает собственную буржуазную культуру. Он создает социальные конструкты и культурно-идеологические стандарты, подавляя трудящееся большинство. Как это там было у Стейнбека? Социализм никогда не пустит свои корни в Америке, по причине того, что бедные видят себя тут не эксплуатируемым пролетариатом, а временно бедствующими миллионерами. Собственно, идея Грамши была весьма интересной и не то чтобы какой-то там дико крамольный. Рабочий класс и примыкающие к нему элементы должны создавать собственную пролетарскую культуру, проводя идейно-творческий демонтаж привычных устоев и приближать социалистическую революцию в принципе. Эх, знал бы Грамши, сидя в застенках фашистского режима Муссолини, что благодарные потомки спустя несколько десятилетий совершат несколько логических шагов и перевернут его теорию с ног на голову, выкинув оттуда весь революционный запал, но воткнув в права меньшинств. Ничто перешло в бытие. А это уже вот такое бытие, которое 2 этапа предполагается логических, 2 логических шага. А это бытие теперь, ничего уже не надо доказывать. А бытие-то уже знаем, что оно переходит в ничто. И вот тут нужно сказать несколько слов о представителях франкфуртской школы. Эта группа была создана в 1923 году немецкими неомарксистами на базе Института социальных исследований при университете Франкфурта на Майне. А в 1933 году с приходом к власти в Германии НСДАП она мигрировала в США, где работала на базе Колумбийского университета Нью-Йорка. Видными представителями франкфуртской школы являются Адорно, Хоркхаймер, Маркузе, Фром и другие. Именно эти люди прославились в первую очередь критикой тоталитарной буржуазной культуры. По сути, тут в более широком виде развиваются и многие тезисы Грамши о культурной гегемонии. Развитая индустриальная цивилизация – это царство комфортабельной, мирной, умеренной демократической несвободы, свидетельствующее о техническом прогрессе. Герберт Маркузе – одномерный человек. Представители франкфуртской школы, в частности получившие довольно широкую популярность Маркузе, писали о репрессивных институтах классового общества, о патриархальной семье как одном из источников фашизма и, помимо прочего, о репрессивном дискурсе. Как раз идея о том, что буржуазная культура подавляет общество, в том числе через дискурс, через слово, довольно широко разобрана в уже процитированном мной бестселлере своего времени под названием «Одномерный человек».
Как я уже говорил в паре выпусков, Маркузе в качестве выхода из сложившейся ситуации либерально-буржуазного неототалитаризма предлагал так называемый «великий отказ» — тотальное отречение от устоев буржуазного общества. Звучит туманно. Да, звучит туманно. Я сам несколько работ Маркузе читал, и четкой программы там нет. Более того, в западной философии того времени, не только во франкфуртской школе, начался персонализм марксизма. Те же Сартр, Лукач зачастую применяли марксизм с позиции интереса к личности. С одной стороны, в этом ничего криминального нет, просто разрабатывались одни из аспектов философии Маркса. До сих пор, кстати, эти работы представляют достаточно большой интерес. Но с другой стороны, явно виделась диспропорция между личным с одной стороны и общественным, революционным с другой, что в дальнейшем определит лицо так называемого культурного марксизма. Критиком подобного подхода был, кстати, Луи Альтюсер. Критиковал и убил жену. Ладно, это к теме ролика уже не относится. Важно и то, что с подачи того же Маркузе авангардом революционной борьбы отныне мыслился не обуржуазившийся и попавший под влиянием тоталитарной культуры европейский и американский пролетариат, а студенты, маргиналы, меньшинства. Исторические предпосылки для того, чтобы неомарксисты совершили такую головокружительную ревизию марксистской теории, вроде как имелись, и довольно серьезные. 3 десятилетия после Второй мировой войны Европа и США не знали экономических кризисов. 3 десятилетия шел экономический рост, 3 десятилетия на фоне холодной войны бизнес и элиты уступали рабочему и левому движению. На фоне вынесения производства в страны третьего мира значительная часть трудящихся из стран капиталистического ядра превращались в этакую рабочую аристократию. При этом движения студентов, движения расовых и сексуальных меньшинств действительно тогда проявляли себя очень активно и зачастую были движимы именно марксистскими и неомарксистскими концепциями. В конце 60-х, 70-е годы именно на этой социальной базе возникли наиболее радикальные левые организации, о которых мы уже снимали ролики. Черные пантеры в США и городские партизанские отряды типа РАФ или Аксион Директ в Европе. Уже это было серьезнейшей ревизией марксизма. Однако на этом процесс развития идей, фундамент для которых заложил еще Грамши, не завершился. На левом поле в околомарксистской среде появляются все новые и новые теоретики и практики. Африканист Али Мазруи, выступавший против колониализма и расового угнетения, в конце 60-х и 70-е годы продолжает развитие темы репрессивной лексики. Важной стала работа «Политическая социология английского языка» 1975 года, где автор одним из первых указал на оттенок расизма в противопоставлении слов «белый» и «черный» для определения цвета кожи. Типа белый несет традиционно положительный смысл, тогда как черный отрицательный. Зря ты его негром назвал. А он кто? Афроамериканец. А какая разница? Нигер — это для них ругательство обидное. Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в Израиле евреи, в Африке негры. Ну и далее у ряда авторов идет развитие мысли о том, что расовое угнетение идет в том числе через язык и наборы бытовых действий. Не то, чтобы это было не так. Более того, скажу, что по сути это так и есть. Однако происходит постепенный сдвиг акцентов с базиса на надстройку, с экономики и социалки на культуру, потому что, это было путем наименьшего сопротивления. Я в середине, она мне первому налила. И что? Что? Да потому что я черный. Может, это любезность? Ничего подобного. А что? Это не любезность, а выверты расизма. Предупредительность к чернокожим, компенсации за то, что их предков оторвали от родины, набили ими трюмы дырявых посудин, даже без гальюнов, и тем, кто не подох, немыслимое счастье выпало идти работать в шоу-бизнес, чтобы не остаться без куска хлеба. А теперь она наливает мне первому. Это не компенсирует сотни лет угнетения. Нет, сэр, никак нет. Жаль, я не негр. Мы уже говорили про эклектику позиций тех же черных пантер. Однако, как бы то ни было, они выступали с интернационалистских позиций и видели истоки угнетения чернокожих в основах капиталистической системы. Однако жестокий разгром партии с одной стороны и частичное улучшение положения цветного населения США с другой дали дорогу для развития, особенно в 80-е и 90-е годы, более умеренным и более сосредоточенным на политкорректности движением. Лидеры такого рода комьюнити,
тоже получали свой профит от подобной деятельности, о чем я скажу далее. Ну а пока складывалась устойчивая традиция каждый выпад в сторону чернокожего воспринимать как расизм. Ты чё творишь, Томми? Рулю, сука! Вышел из машины. Потому что я черный? Нет, потому что тебе 10 лет. Кстати, в 70-е годы как раз вводится в широкий оборот термин «политическая корректность». В среде новых левых он был использован в качестве такого самоироничного обозначения. Правда, пройдет лет 10-15 и станет уже не до смеха. Примерно в то же время в феминистской среде, как левой, так и вполне себе буржуазной, формировалось то, что назовется интерсекциональным подходом. Суть его состоит в том, что в обществе существуют разные формы угнетений, не только классовое, но и половое, расовое и так далее, и так далее. А значит, все люди угнетены по-разному, и вообще гусь свинье не товарищ. Да, и, кстати, марксизм создан двумя белыми гетеросексуальными мужчинами из Европы. Значит, его нужно либо радикально переработать и доработать, либо вообще послать к чертовой бабушке, как маскулинную репрессивную теорию. Отдельные ответвления интерсекционального подхода в принципе до ужаса механистически подходили и подходят к этим проблемам, просто суммируя разные наборы угнетений. В результате у вас получаются как бы различные комбо в суши-баре. То есть вот ты белый гетеросексуальный рабочий, ты, можно сказать, счастливчик. А вот черная лесбийская бизнесменша, твоя начальница-эксплуататорша, она капец как угнетена. Ты, по-моему, перепутал. В результате получается как бы очевидная ахинея, при том, что внезапно даже классический марксизм не отрицает различных форм угнетений. Просто именно через решение общеклассовых задач, которые являются превалирующими, фундаментальными, идет решение и вопросов более мелких групп. В новых же концепциях, которые распространились среди национальных, расовых, сексуальных меньшинств, среди части фем-сообщества, начинают превалировать идеи сепарации. Каждая общность борется обособленно, пускай даже вступая в какие-то коалиции. Но самое главное, в отличие от Грамши и даже от Маркузе, подобные концепции отныне сосредоточены на решении вопросов в рамках действующей системы и через культурную борьбу, а не через коренные революционные преобразования. Поскольку политика идентичности и, следовательно, теория интерсекциональности — это буржуазная политика, возможности для борьбы внутри этой парадигмы также буржуазные. Политика идентичности воспроизводит появление отчужденного индивида внутри капиталистической системы, и поэтому борьба в лучшем случае принимает форму равенства между группами, а в худшем становится индивидуализированной. И, в принципе, данный упрек является заслуженным. Но и сам подобный сдвиг предопределен общественными процессами. С одной стороны, продолжалось то, что фрейдо-марксисты из франкфуртской школы обозначали как обуржуазивание рабочего класса первого мира. С другой стороны, с 70-х-80-х годов трудящиеся постепенно начинают терять политическую субъектность. На фоне кризиса 70-х годов и поворота к неолиберализму сильно меняется расклад классовых сил в западном обществе. Профсоюзы обмякли. Это уже не те организации, которые могли бы спровоцировать революционное напряжение, как в 30-е годы. СССР, в свою очередь, обюрократился и давно свернул флаг мировой революции. Бояться того, что он может поддержать бастующих или тем паче революционеров, у правящих классов Европы и США попросту не было причин. Рабочее движение терпит сокрушительные поражения одно за другим. Возможно, один из самых известных эпизодов — легендарная забастовка и протесты шахтеров 1984-85 годов в Великобритании. Правительство Маргарет Тэтчер жестоко подавило местные профсоюзы и нанесло решительный удар по рабочему движению в принципе. Со стороны полиции был слышен ритмичный бой. Знаете, как зулузские воины стучат копьями по своим щитам. Вот так они стучали, чтобы синхронизироваться перед наступлением. А потом они пошли в атаку. Стычки становились все более и более ожесточенными. В соседнем Йоркшире, в городе Оргриве, куда Дэвид отправился поддержать коллег по цеху, он, по его словам, попал на настоящее средневековое поле боя. В битве сошлись 6 тысяч шахтеров и 8 тысяч полицейских. Смешались в кучу кони, люди, спустили собак. Удары сыпались с обеих сторон, десятки людей были ранены. Эта женщина была не из тех, кто разговаривает с народом. Она посмотрела и решила, виноваты профсоюзы. Проблема в них. Их надо запретить. Эту войну профсоюзы проиграли.
Тысячи горняков потеряли работу, шахты не просто закрыли, их в буквальном смысле слова сравняли с землей. Что и неудивительно, говорит Дэвид, чтобы избавиться от шахтеров, нужно было уничтожить их естественную среду обитания. Дело в том, что шахтер — это не работа, это стиль жизни, особая культура. У тебя есть друзья, кореша, как мы их называем. У тебя есть классные кореша, вы живете в одном районе, по вечерам ходите в клуб, напиваетесь там с друзьями, играете в пул. И если у вас проблемы, друзья вам всегда помогут. А ценнее этого ничего нет. Тэтчеровский, как и рейгановский неолиберализм, жестко рушил саму социальную структуру и внутреннюю культуру, сложившегося за 1,5 столетия промышленного рабочего класса. Кстати, занятно, но в поддержку шахтеров тогда выступило ЛГБТ-сообщество. Про это, кстати, есть даже довольно милый фильм «Гордость», что отчасти предопределило будущее сотрудничество лейбористской партии с представителями секс-меньшинств. Сами же идеи марксизма, которые пережили всплеск популярности в 60-е годы, в 80-е годы теряют поклонников, а в 90-е на фоне краха СССР и соцблока в целом, казалось бы, и вовсе терпят сокрушительное и финальное поражение. Те же социал-демократы многих стран окончательно отказываются даже от реформаторского пути к социализму, рассматривая социализм сугубо с культурно-этических позиций. Весь набор этих предпосылок предопределял серьезнейший кризис в левой среде. Да, было определенное количество таких true марксистов-интеллектуалов, которые, вопреки всему, остались на своих позициях, но они были маргинализированы и распространяли свой дискурс только где-то там между собой, где-то за чайком на университетской кафедре. Другая же часть подалась в леволиберальный мейнстрим и принялась играть в рамках системы. И вот представьте, если революция невозможна, капитализм незыблем, рабочий класс умер, то единственное, что остается с точки зрения такой леволиберальной публики, это борьба за интересы меньшинств. Причем даже не просто борьба, а суррогат борьбы в виде битвы за политкорректность. Еще в 1980-е годы британский культуролог Стюарт Холл констатировал, что на место идеологических и содержательных дискуссий приходит дискурсивная борьба. Иными словами, для успеха в споре теперь важны не факты, аргументы, статистика или даже логика, а умение использовать нужные термины и символы, изначально маркированные как позитивные, современные, политкорректные. Напротив, сам факт употребления оппонентом тех или иных терминов, негативно маркированных хозяевами дискурса, обрекает его на поражение вне зависимости от того, какие аргументы он приводит в свою пользу. Именно таким образом была маргинализирована в 90-е годы содержательная социалистическая программа, даже в ее реформистском виде, тогда как интеллектуалы избрали стихийную стратегию адаптации к господствующему либеральному дискурсу. В результате сначала сложился политкорректный левый дискурс, а затем он был эффективно превращен в один из подвидов либерального дискурса. Борис Кагарлицкий. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма. Занятно, что последний тезис подтверждается даже известным критиком левых идей и человеком, которого обычно относят к альтернативным правам, Джорданом Питерсоном. Кристиан Брофи и Джордан Питерсон обнаружили, что политкорректность не является чисто левым явлением, а лучше понимается как проявление общей чувствительности к обидам, которая затем используется либо в либеральных, либо в консервативных целях. То есть мы имеем дело с идеологией, возникшей на базе вырождающейся ветви марксистской мысли, плодами разложения которой пользуются уже все, кому не лень. Такие пироги может показаться странным, но это действительно так. Нынешнее засилье так называемой политкорректности на Западе — это результат в том числе и гибели социалистического проекта у нас, и результат распада СССР и соцблока. Кстати, об ЛГБТ. Как я уже сказал, активисты этого движения в 60-е годы оформились внутри именно левого движения. Однако уже в 70-е годы они в основном отпочковываются, становятся отдельной силой, которая отбрасывает в сторону антикапиталистическую риторику. В начале 70-х группы освобождения геев и радикальных лесбиянок по большей части просуществовали не более 3-4 лет, и их заменяют другие группы, которые остаются воинствующими, но являются организациями, основанными на одной проблеме и идентичности. Я имею в виду, что есть организации, которые борются на улицах, бросают вызов полиции и устраивают беспорядки, но все, чего они хотят, это равные права для геев. Воинственность сохранялась какое-то время, но многоплановые коалиции, которые подчеркивали, как капитализм угнетает нас всех, исчезли.
В этом отношении активность ЛГБТ, к сожалению, но неудивительно, отражает более обширные стремления в обществе. Джон де Эмильо. Что же до борьбы за политкорректность? Возникает на самом деле довольно удобная ситуация. Эта борьба относительно комфортна и безопасна. Она не сопряжена с революционной деятельностью, забастовочным движением, серьезными проблемами с законом. Система не сильно сопротивляется такого рода реконструкциям. Более того, как мы увидим, она получает дополнительные рычаги борьбы с инакомыслием. На подобную стезю встают, к слову, не только отдельные представители интеллигенции, деятели культуры, но и бывшие социал-демократические, рабочие и даже прямо коммунистические организации. И, кстати, достигают на этом пути известного успеха. Направлений работы тут у них появилась куча, и все они были капец какими увлекательными. Одним из направлений политкорректной борьбы, как я уже сказал, стала борьба с нетолерантным дискурсом. Ты оскорбил сразу два сообщества, которые ежедневно сталкиваются с вербальными инсинуациями и ментальными предубеждениями! Хорошо известны современные политически корректные альтернативы многим исторически сложившимся определениям и обозначениям, прежде всего в английском языке, которые не всегда удачно переводятся на другие языки. Так в США официально принято называть чернокожего афроамериканцем, индейца коренным американцем, инвалида человеком с ограниченными возможностями здоровья, с другими возможностями, с физическими ограничениями, ограниченно дееспособным, особым, испытывающим физические и ментальные трудности. Представителя сексуальных меньшинств назовут человеком нетрадиционной ориентации, малоимущего назовут лишенным преимуществ или человеком с низким доходом, пожилого старшим по возрасту, Рождество просто праздниками. А еще войну можно назвать спецоперацией. Ой, извините, конечно же, я перепутал, потому что замена дискурса — это же у этих там, а у нас все как бы духоскрепно, исконно, аж сердце радуется. Лепота. Оскорбительными также стали считаться морфемы, намекающие на превосходство мужчины над женщиной. Так, этимологически связанные с корнем «мен», понимаете, мужчина, определения рода деятельности и профессия, такие как chairman, председатель, foreman, начальник, fireman, пожарный, postman, почтальон, исключаются из обихода в пользу, соответственно, нейтральных chairperson, supervisor, firefighter и других. В этом контексте даже некоторые феминистические организации предложили слово woman, то есть женщина, писать вот так, как вы видите на экране, чтобы там не было вот этого пресловутого «man». Эх, видел бы старина Грамши, до чего будет низведена предложенная им борьба за культурную гегемонию. Как я уже говорил, политкорректность начали использовать абсолютно разные силы, не только леволибералы. Сегодня большую угрозу для нашего дискурса представляет правая политкорректность, за которой, в отличие от либеральной версии, стоит много власти и денег. И цель очень похожа на то, что Оруэлл пытался передать своим понятиям новояза, сделать невозможным говорить и, возможно, даже думать об идеях, которые бросают вызов установленному порядку. Таким образом, даже разговоры о богатых вызывают гневные обвинения. Мы должны называть их создателями рабочих мест. Даже разговоры о неравенстве – это классовая война. Пол Кругман. Новая политкорректность. С одной стороны, сторонники политкорректного дискурса, неважно, левого, правого, скажут, что язык влияет на восприятие реальности, и, меняя его, мы как бы влияем на реальность. Но тут есть очевидная проблемочка и нестыковочка. Политическая корректность, как считает австралийский ученый О'Нил, затрагивает лишь внешнюю языковую форму, а не намерение говорящего. Нейтральные по смыслу слова и выражения приобретают оскорбительный оттенок не сами по себе, а только в тех случаях, когда говорящий имеет намерение оскорбить. Но в результате получают стойкое клеймо оскорбительных и отбраковываются. Поэтому новые, так называемые политкорректные термины изживают себя достаточно быстро. Если не изменяется социальный контекст, через некоторое время они приобретут точно такую же оскорбительную окраску, какую имели и предыдущие замененные термины. И возникает необходимость снова искать им замену, так называемый конвейер эвфемизмов. Иными словами, не меняя социально-экономического фундамента системы, вы вынуждены будете постоянно обновлять толерантный лексикон, потому что он сам будет через время становиться нетолерантным. Это не шибко заботит поборников политкорректности и, как мы увидим далее, даже вполне себе удобно для них.
В результате культ политкорректности вовсю бьет даже по научности. Несколько лет назад разгорелся мировой скандал. В течение года 3 ученых, доктор математических наук Джеймс Линдси, специалист по религиозной литературе Возрождения Хелен Плакроуз и профессор философии Питер Богосян готовили откровенно фейковые исследования, набивали их толерантной терминологией и рассылали их в рецензируемые научные журналы. Выяснилось занятное. Научные журналы готовы печатать любую чушь, лишь бы она соответствовала популярным идеологическим клише. В частности, хорошо продаются исследования, поддерживающие феминизм и обличающие разные проявления мужественности. На ура идут статьи, ставящие интересы угнетаемых меньшинств выше интересов прав остальных людей. Например, ученым удалось опубликовать в научном журнале исследования о феминистках под заголовком «Наша борьба, моя борьба». Но на самом деле это был фрагмент текста из книги Адольфа Гитлера «Майн кампф», который осовременили некоторыми феминистическими тезисами. Скандал скандалом, однако диверсия этой троицы вряд ли глобально перевернула подход к публикациям. Ну а как вы понимаете, борьба за толерантность и политкорректность не ограничивается обновлением словаря. Тут, конечно, и выступления за однополые браки, и чисто буржуазные преференции для женщин, не меняющие глобально положение женского пола в системе, и не критическая поддержка любых мигрантов, просто потому что они мигранты, ну и борьба за права животных и многое-многое другое, включая, конечно же, продвижение толерантной повестки в культуре. Начнем с последнего, поскольку пресловутая повесточка принимает форму новой рассеянной цензуры. Дело в том, что организуются лоббистские комьюнити, которые целенаправленно и организованно продавливают идеи повышения количества, например, чернокожих или ЛГБТ персонажей на экранах. Например, Американский альянс геев и лесбиянок. Он, к слову, даже предоставляет ежегодный отчет Studio Responsibility Index. В нем он анализирует весь американский кинематограф за год, считает, сколько меньшинств там было, ругает, хвалит, составляет рейтинги кинокомпаний, которые наиболее квир-френдли, ну а значит молодцы, и иногда Альянс поднимает шум из-за, например, снижения числа ЛГБТ-персонажей на экране, а иногда, наоборот, радуется и вручает премии. В 2017 году количество американских фильмов с персонажами нетрадиционной ориентации уменьшилось по сравнению с 2016 годом с 22% до 12,8%. Поэтому GLAAD призывает студии увеличить число фильмов с участием геев и лесбиянок до 20% к 2021 году, а к 2024 году до 50%. Прям 7-летний план для американского кинематографа. И ведь выполняют чертяги. До 50% явно не дотянут, но вот число нужных персонажей все-таки растет, награды вручаются. Вот уже и премия «Оскар» начала соответствовать духу времени. Только сколько геев или афроамериканцев с азиатами не запихай в фильм, во-первых, он лучше не становится. Вот мне не хочется просто лишний раз мусолить достаточно тривиальную мысль о том, что Голливуд деградировал совместно и с нашим отечественным кинопромом. Во-вторых, увеличение сексуальных и расовых меньшинств на экране — это лицемерие. Да, конечно, отношение к тем же секс-меньшинствам в США в последние десятилетия на уровне общественного сознания улучшилось, это факт. Хотя по-прежнему глубинный американский народ, включая представителей карательных органов, остается довольно-таки гомофобным. А вот афроамериканцам и вообще расовым меньшинствам повезло меньше. Исследования до сих пор показывают значительный уровень расизма и массу социальных проблем у самих чернокожих, потому что привилегии меньшинств навязываются неадекватными способами, а социально-экономическое положение тех же чернокожих остается по-прежнему незавидным. Кстати, подробнее об этом мы уже говорили в давнем ролике про Black Lives Matter. От увеличения количества цветных, женщин, секс-меньшинств на экране, наверное, выиграют отдельные группы актеров, но систему в целом это не меняет. Так что, видите, неоднозначно. Вот моя претензия к политкорректности. Нет, это не форма самодисциплины. Она вам не поможет преодолеть расизм. Это просто запертый расизм под контролем.
не менее интересные и буржуазно-феминистические студии. На данном поле существует огромное количество различных оттенков феминизма третьей волны, однако есть в них один примечательный момент. Буржуазные феминистки критиковали, да и сейчас критикуют марксизм за то, что он во главу угла ставит классовые интересы социальных групп. Но формируя свои теории, они сами контрабандой проносят в них классовую составляющую, а именно интересы мелкобуржуазной и буржуазной женской публики. Простой пример. Нередко поднимается проблема стеклянного потолка, и одним из феминистических требований часто становится квотирование для женщин в руководствах крупных компаний и госучреждений. Но чьи интересы это выражает? Нескольких процентов бизнес-вумен и представительниц верхов бюрократии? Да, подобный подход является оружием борьбы с засидевшимися представителями старой консервативной элитой, заставляет их слегка подвинуться, но не меняет систему в целом. Именно поэтому правящий класс относительно легко выполняет данные требования. А вот простому рабочему или работнице отнюдь не становится легче и радостнее от того, что его теперь эксплуатирует не белый гетеросексуальный мужчина, а азиатская транс-женщина с ограниченными возможностями. Ну и да, кстати, дамы, достигшие властных высот в аппарате буржуазного государства, вообще-то с завидной регулярностью демонстрируют самый жесткий консерватизм и самую решительную антинародную политику. Тут и Меркель, тут и уже упомянутая Тэтчер, вдарившая по профсоюзам. Крашеные подмышки, феминитивы, бодипозитив, попытки сепарироваться и создать лесбийский рейх тоже пока что не улучшили положение широких масс трудящихся женщин. Порой доходит до, в принципе, абсурдных ситуаций, когда леволиберальная публика начинает защищать права женщин из религиозных меньшинств на сохранение своей патриархальной культуры. Ну, мол, им так удобнее. А то, что женщина там угнетена, ну, это как бы культурная специфика, ее нужно уважать. Офигенно. И это я не к тому, что у женской половины общества даже в развитых странах не осталось проблем. Вопрос как бы в адекватности предлагаемых мер. Занятная ситуация с множащимися гендерами, которая также является своеобразным суррогатом борьбы за свободу. Правительство вводит новые репрессивные законы, вводятся поправки в трудовой кодекс, ухудшающие положение трудящихся, растет неравенство, эксплуатация, усиливается тотальная слежка и контроль, но твоя мнимая свобода состоит в возможности выбора гендера. И леволиберальная общественность вроде при делах, и государству более-менее комфортно. Я трансгрёбарь. Что? Видишь, бантик? Мне некомфортно в рамках пола данного мне при рождении. Я требую права самоидентификации. Уйди с дороги, сейчас обосрусь. Не лучше дела обстоят и когда оголтелая толерантность опрокидывается на головы мигрантов безо всякого классового анализа. Мигранты — это хорошо, потому что мигранты — это хорошо. Без дифференциации, без выявления интересов капитала и так далее. Я понимаю борьбу за трудовые права трудящихся мигрантов, когда местные и приезжие демонстрируют классовую солидарность. Яркий пример тому курьеры в России. Кстати, свободу Кириллу Украинцеву. Но когда западная леволиберальная публика не разделяет мигрантов по классовому признаку, не выявляет, а значит поддерживает те же криминальные элементы, когда она просто не понимает, что приток мигрантов — это результат войн и кризисов на периферии мировой капиталистической системы, вот тут становится реально грустно. Кстати, самая забавная инициатива последних лет — это фиктивные браки, которые в промышленных масштабах начали заключать леволиберальные активистки, дабы помочь мигрантов натурализоваться на Западе. Забавно, но порой неполиткорректным может быть даже поднятие той или иной проблемы. Ну, то есть ты поднимаешь вопрос о беженцах из Африки или об оправданности позитивной дискриминации, и вот ты уже... Расист. К слову, все вышеперечисленное может даже покрываться марксистской или околомарксистской риторикой, но когда выхолощена революционная составляющая, когда отсутствует понимание реальных причинно-следственных связей, ни к чему хорошему это не приведет. Точнее, может привести, например, положение представителей ЛГБТ на Западе в целом улучшилось. Но в целом результаты деятельности тех, кого причисляют к так называемым СЖВ, более чем сомнительны. Без маленького обмена дружными непристойностями не может быть настоящего контакта. Остается просто сухое взаимоуважение и так далее, понимаете? А этого недостаточно. Нужно установить реальный контакт.
Вот этого мне и не хватает в политкорректности. И потом развивается такое безумие, что уже не до шуток. Я тут общался с другом из Австралии. Знаете, что случилось в Перте, в прибережном городе Австралии? Повторю, не шутка. Оперный театр запретил постановку «Кармен». Ну, оперу «Кармен». Знаете почему? Потому что первое действие там у табачной фабрики. Я не шучу, не шучу. Я просто заявляю, что в политкорректности есть что-то гнилое и поддельное. Я понимаю, что оно лучше, чем открытый такой расизм, конечно. Но не знаю, работает ли оно. Я, например, так никогда и не купился на все эти новые термины на замену, понимаете? Нигеры стали неграми, негры черными, ой, черные теперь афроамериканцы. Может, лучше им самим решать? Я только знаю, я был в Мизури, штат Монтана, хорошо пообщался с некоторыми коренными американцами. Они терпеть не могут этого термина и прекрасно объяснили почему. Мол, мы, видимо, коренные американцы, а вы, значит, культурные американцы. Мы, значит, все такие часть природы и так далее. Говорили, что они больше предпочитают, чтобы их называли индейцами. Мол, так наше имя хотя бы демонстрирует, какими бледнолицые были идиотами, когда думали, что приплыли в Индию. Тут, правда, может возникнуть вопрос, а кому и чем это выгодно? И выгодно ли вообще? На самом деле, да, выгодно. И именно поэтому оно еще, в принципе, существует и функционирует. Во-первых, это выгодно лидерам мнений в данном секторе. Они могут концентрировать вокруг себя, пускай не особо большие, а порой достаточно большие, но организованные и крайне токсичные сообщества. Поскольку на Западе и в США в частности есть некий культ репутации и многие публичные лица ей дорожат, то токсичные группы могут тебя попросту отменить, накидав говна в социальных сетях. Это дает им своеобразную власть. Подобные комьюнити обеспечивают своим гуру хайп, медийность и возможность для монетизации этого хайпа и медийности. Если верить данным той же Американской ассоциации геев и лесбиянок, то она стабильно работает с профицитом и по 13-19 миллионов долларов в год на донатах, в общем-то, поднимает. Кажется, я чем-то не тем занят. Впрочем, подобные организации зарабатывают и на непосредственных политических игрищах. Праймериз Демократической партии США в 2016 году прекрасно выявили реальный смысл политики позитивной дискриминации и affirmative action как механизма подкупа афроамериканских элит, которые, в свою очередь, обеспечивали лояльность подконтрольных им низов по отношению к неолиберальному проекту и его лидерам. Лояльность меньшинств использовалась для мобилизации электоральной поддержки Хиллари Клинтон и аппарату партии, чтобы блокировать усилия сторонников Берни Сандерса, стремившихся провести социальные реформы в интересах этих же самых меньшинств. Принципиальная разница, однако, состояла в том, что политика Сандерса трактовала афроамериканцев, женщин, любые другие угнетенные группы не как отдельные и специфические сообщества, с лидерами которых надо договариваться и подкупать их теми или иными подачками, а как часть трудовой Америки, нуждающейся в новом курсе на общенациональном и общесоциальном уровне. Логика клиентелистских отношений вступила в прямую конфронтацию с логикой классовой и гражданской солидарности. Формирование клиентелистских отношений, обеспечивавших политический контроль демократов над представителями различных меньшинств и в первую очередь афроамериканскими массами, оплачивалось налогоплательщиками, одновременно обрекая большинство чернокожего населения на юге США на воспроизводство существующей структуры, бедности, зависимости и бесправия не только по отношению к белым элитам, но и по отношению к собственным комьюнити-лидерс, интегрированным в эту систему. Либерально-гуманистический клиентелизм выступил наиболее эффективным механизмом подрыва классовой солидарности, поскольку он не только противопоставлял интересы индивидуального работника интересам массы, но и дробил саму массу на множество противостоящих друг другу групп. Борис Кагарлицкий. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма. Вот и еще один ответ на вопрос, кому выгодно. И мы видим сложившиеся схемы, в которых переплелись интересы продажных лидеров меньшинств, буржуазных политиков и системы в целом. Кто-то наверняка тут увидит происки ЦРУ и всех спецслужб мира,
Ничего по этому поводу сказать вам не могу, пруфов не имею. Вполне возможно, что все это так вот сложилось безо всякой конспирологии. Просто бизнес. Кстати, многие леволиберальные, социал-демократические, а то и еврокоммунистические партии и движения осознанно переключаются на поддержку толерантно-политкорректной темы. Потому что профсоюзы ветшают, социальная база размывается. С капитализмом всерьез бороться уже ни сил, ни желания нет. А организованная поддержка нужна. В связи с этим занятно выглядел пример президентства Франсуа Олланда во Франции. Он и его псевдосоциалистическое правительство провели беспрецедентную трудовую реформу, нанеся удар по французским трудящимся и урезав их права. Все это происходило на фоне ожесточенных протестов работников, на которые президенты и сотоварищи лихо наплевали. Зато взамен они легализовали однополые браки. И подобный лицемерно-бюрократический подход на самом деле играет на руку правым популистам. Вспомните триумфальные взлеты последнего десятилетия. Трамп, Ле Пен, Альтернатива для Германии, Вокс в Испании, шведские правые. Все это результат не только козней капитала, но и банального негодования простого трудящегося из глубинки, который наблюдает за политкорректной шизофренией, овладевающей либеральными силами. Бороться с голубыми. У нас наверху живут и громыхают все. Вот. Никто не борется. Он напускает, как бордель, квартира. С квартирными хулиганами. В этом плане, конечно, так называемая толерантность и политкорректность выгодны правым популистам. Да и в принципе, выдвижение политкорректности в качестве козыря в политическом пространстве выгодно различным буржуазным силам. С одной стороны, происходит намеренное сглаживание острых углов в освещении конфликтных социальных и политических тем путем использования удобных эвфемизмов в зависимости от личной позиции автора или принятой политической линии в СМИ. Военное вторжение можно назвать миротворческой операцией, или спецоперацией, оккупацию освобождением, интервенцию военной помощью, сепаратизм национально-освободительным движением, бунт восстанием, национализм патриотизмом, диктатора и тирана лидером, вождем, террориста и боевика партизаном, повстанцем, стукача и доносчика информатором, осведомителем, оппозиционера правозащитником, лоббизм и даже коррупцию представительством интересов, насаждение внедрением, трусость осторожностью, наказание и принуждение воспитательным воздействием, коррекцией поведения и тому подобным. Таким образом, происходит умышленная подмена понятий, преследующая определенную политическую цель. В этом случае язык служит средством информационного воздействия и пропаганды. В этом плане российские власти очень хорошо учатся у западных партнеров. С другой стороны, всегда есть возможность нанести информационный удар по оппоненту, просто выставив его нетолерантным, неполиткорректным. А с третьей стороны, да, появляются такие политики, которые, напротив, играют на нарочитой неполиткорректности, апеллируя к тем социальным слоям, которые этой политкорректностью уже сыты по горло. Такая вот она подлая и лицемерная, но такая выгодная политкорректность. Кстати, кто-то может сказать, что, вот раньше общество было более простым, и там был уместен классовый подход, а теперь оно стало, дескать, сложным, и теперь логичнее рассматривать его как мозаику из меньшинств. Но это отнюдь не так. Классы никогда не были однородными, и той же марксистской интеллигенции пришлось приложить немало усилий для формирования у разношерстной армии трудящихся классового сознания и понимания принадлежности к общности, несмотря на расовые, половые, возрастные различия, месте работы, а порой и форме труда. Теперь же акцент смещен не на общее, а на различное. Это в том числе дробит и маргинализирует протестные движения, делает их шаткими и неустойчивыми. Карательные органы, как вы понимаете, не шибко против всего этого. А самое главное, это все не имеет конца. Вся система политкорректности в рамках действующей социально-экономической и политической системы нацелена не на решение заявленных проблем, а на их продление, продолжение. Как мы уже видели, толерантная лексика вскоре становится нетолерантной. Да, в общем-то, сами слова толерантность и политкорректность становятся уже язвительными такими. Поэтому эта борьба за язык без дискриминации
вечный сизифов труд. Также и борьба за права чернокожих неадекватными показными методами не приводит к массовому решению проблемы. Хотя, конечно, у нас есть теперь единицы чернокожих миллиардеров и энное число черных знаменитостей, но бедность в гетто продолжает воспроизводить себя, покуда существует капитализм. То же самое касается и положения женщин и многого другого. Более того, нагромождение толерантных правил, далеко не всегда адекватных, приводит к тому, что они постоянно будут нарушаться из протеста или даже просто по неосторожности. Ну, я знаю слово, но я не уверен, что его можно произносить. У вас 5 секунд, отвечайте. Хорошо, я назову слово. Нигеры! Не понял? Зануды. А это значит, что у токсичных орд защитников меньшинств всегда будет работа и объекты для гнобления и отмены. Всегда будет паства, которую можно продавать тем или иным политическим партиям. В общем, замечательная долгоиграющая схема, на которой можно паразитировать десятилетиями. Таким образом, да, нынешняя культура политкорректности и многие связанные с ней вещи действительно ведут родословную от течения неомарксизма, даже нередко используют марксистскую терминологию. Но невозможно отождествлять их с марксизмом или даже неомарксизмом, потому что они являются скорее продуктами вырождения левой мысли на фоне кризиса соцблока и кризиса рабочего движения на Западе в целом. И уж, конечно, говорить о том, что на Западе нынче социализм, потому что толерантность, может только совсем уже порвавший с реальностью человек. Кстати, заметьте, что специфика российской исторической траектории предопределила то, что у нас так называемые культурные марксисты, евролевые и прочие подобные, традиционно являются довольно-таки маргинальными элементами. Не создана ни социальная база, ни политический запрос для того, чтобы они стали серьезной политической силой. Деградация мейнстримовых российских левых, я имею в виду в первую очередь КПРФ, конечно, наблюдается скорее в противоположном направлении, в сторону таких традиционных ценностей и красного путинизма. Поэтому, знаете, я бы не боялся того, что евролеваки придут в наш монастырь со своим политкорректным уставом. Куда большую проблему для Святой Руси представляет шовинизм, охранительство и имперщина под красным флагом. Вот это действительно проблема, с которой стоит бороться. Мой рассказ был бы совсем уж пессимистичным, если бы я не упомянул о некоторых последних тенденциях в американском обществе. Перманентные кризисы, благодатный рыночек, порешавший социалку, гигантский уровень неравенства и отсутствие перспектив делают свое дело. В последние 5-7 лет наблюдается ярко выраженное поливение местной молодежи. Если в 2017 году мы удивлялись цифре в 28% молодых американцев, которые положительно относятся к социализму, то несколькими годами позже эта цифра выросла вдвое. Удивление постигло даже кафедральных марксистов. Они злы, но дело не только в этом. Они злы, но они начинают понимать, что их гнев не должен изливаться на ту или иную политическую партию, тот или иной закон, на ту или иную организацию. Они начинают понимать, что проблема в системе как таковой. Уже сам по себе этот факт означает невероятный прорыв. Сегодня в Америке мы можем критиковать капитализм как систему. Раньше мы не могли этого делать. Мы можем говорить об альтернативах, задавать вопросы, рассуждать о различных типах социализма. Вы должны понять, что в последние 75 лет в общественной дискуссии здесь такие слова, как коммунизм, социализм, марксизм, анархизм, были синонимами терроризма. Нас приучили к тому, что это одно и то же. Большинство моих студентов в университете поднимут руки и попросят меня объяснить, в чем разница между социализмом и коммунизмом. Они будут абсолютно искренне спрашивать, чем все это отличается от анархизма. Они будут спрашивать, действительно ли социализм и терроризм это одно и то же. Я слышу такие вопросы постоянно, но это не враждебные вопросы, это не обличительные вопросы. Это честные вопросы от общества, которое выходит из 50-60-летнего идеологического тумана и начинает постепенно осознавать, насколько сложна окружающая действительность на самом деле. Да, современная поливевшая американская молодежь несет еще многие пороки левого либерализма. Стремление к политкорректности, пиетет перед легальными методами политической борьбы и выборными процедурами, но шаги вперед здесь однозначно наблюдаются, и это не может не радовать. Кстати, вы же все ждете от меня ответа на вопрос, когда там, наконец, ваш ребенок станет геем, бисексуалом, трансгендером. Ну, вы же хотите, чтобы я ответил вам? Твердый и четко.
Честно, не знаю. Вот до сих пор ученые не могут ответить однозначно, врожденное это или приобретаемое. А вот то, будет ли он достойным и политически активным человеком с адекватными научными взглядами на мир, это уже зависит от вас, ну и немножко от меня. Так что работаем. С вами же был канал Вестник Бури. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь, делитесь видео с друзьями, подругами, представителями третьего пола и всех гендеров. Ждите, кстати, микстейп Big Beria Tape, Дисара и Зомби Фида. Он будет через считанные дни. И до новых встреч. Подпоют так, что даже MTV не снилось. Тысячелетний хор борцов за справедливость. И миллионы это чувствуют со школьной парты, ибо блаженны жаждущие правды.